Здравствуйте, друзья! Я буду писать розы в снегу маслом, примерно вот как на картине за мной. Я уже покрыла холст тонким слоем тройника, и сейчас буду делать такой абстрактный фон. Я хочу передать холодную атмосферу падающего снега, поэтому вот я выдавила себе такие холодноватые оттенки, которые мне нравятся. И сейчас буду наносить их, смотреть, что получается, как мне будет нравиться. Единственное, что я планирую делать, вверх светлее, то есть, ну, во-первых, отсюда падает белый снег, во-вторых, там солнце, вот, а внизу у меня все будет уходить в тень, такую холодную, вот, примерно так. Видите, я абстрактный фон делаю такими вертикальными движениями, то есть я сразу, уже начиная с фона, хочу передать вот направление падающего снега. У роз есть листва, поэтому такие зеленоватые холодные оттенки я тоже использую. Вот, ну, у меня получился довольно однородный фон, я имею в виду мазки, они достаточно одинаковые, да, там я одной кистью это делала, вот, я могу использовать другие кисти другой ширины, поиграться, добавить какие-то мазки, чтобы он не был таким однородным. И также вот кисть из щетины, она оставляет более видимые такие полоски, я думаю, это тоже в данной работе пригодится для создания иллюзии снега. Сейчас вот здесь все еще достаточно тонкий слой краски, особенно, ну, вот здесь видно, прям холст виднеется. Моя задача все-таки набрать фон более густо, чтобы потом розы, листву я могла бы вписывать в существующий фон. Особенно вот те цветки и те листья, которые находятся на более дальнем плане. Я их не планирую четко прорисовывать, я планирую, чтобы они терялись в этом фоне. И для этого мне нужно, чтобы на фоне было побольше краски, все-таки, чтобы было куда вписывать. Я буду рисовать дикую розу, которая вьется на заборе, поэтому сейчас намечу, где у меня будет забор. Видите, забор у меня сейчас очень так сливается с фоном, и вот в той части, где он уходит вдаль, меня это устраивает, и я думаю, будет устраивать, скорее всего, и на последних этапах, ну, посмотрим там, что будет получаться. Вот, а здесь забор к нам ближе, да, ну, вот так вот он идет, то есть уходит туда вдаль. И здесь я на более поздних этапах его буду прорабатывать, но пока мне просто важно понимать, где он. И сейчас мне важно понять, где будут мои розы, поэтому сейчас я буду намечать уже розы и листву. Пока что вот я взяла себе всего два цвета, один для роз, один для листвы. Я думаю, что для того, чтобы наметить, хотя бы понять, где у меня примерно будут розы, мне этого хватит.
переднем плане я, наверное, планирую себе 3 крупных цветка, и я там над ними поработаю мастихином, они будут хорошо видны вблизи. А на дальнем плане это больше будут просто как цветовые пятна, то есть там много роз, они теряются в фоне, мы четко их не видим. Вот я так хитро сделаю, на переднем плане оставлю себе меньший роз, чтобы... Ну, нет, посмотрим, на самом деле, может, потом еще добавлю. Но в любом случае проработать мастихином 3 розы легче, чем проработать 10, поэтому да, я немножко хитрю. И все остальное тут занимает листва. Как-то спускается по забору. Видите, вдалеке я делаю, во-первых, чуть мельче мазки. Здесь более крупные. Во-вторых, здесь более яркие, то есть там вот оно сливается гораздо больше с фоном, чем здесь. Вот эти розы на ближнем плане, на передней части забора, я сейчас напишу кистью чуть более детально. Но, тем не менее, я все равно хочу, чтобы они были, ну, так, достаточно вписаны в фон. Они хоть и на ближней к нам части забора, но немного дальше, чем будут другие розы, которые я уже буду делать мастихином позже. И по тому же принципу добавлю несколько листиков. Видите, я немного растягиваю цвет вот за границей роз. Передаю впечатление, что там вдали еще тоже есть розы, то есть создаю такую небольшую глубину. Потом, когда здесь мастихином появятся еще более четкие розы, то ощущение глубины будет еще больше. Что-то уходит на задний план, а что-то впереди, и мы видим четко. Видите, я дала маслу подсохнуть, прошло там около недели. И теперь, когда я наношу краску, она не смешивается с той краской, которая уже есть на холсте. И это дает мне возможность выделить забор. Ну, вот сейчас я более выделила забор, чтобы больше было понятно, что он уходит
уходит туда вдаль. И сейчас за счет того, что я утемню вот эту зону, где забора уже нет, где там какая-то земля, это выделит забор, он более светлый, чем то, что под ним. Я, в общем, не ставлю перед собой задачу закрасить прям все, то есть те цвета, которые вот проглядывают, мне они тоже нравятся, я хочу, чтобы они и продолжали проглядывать, но просто хочу утемнить эту зону. Кое-где там делаю более выразительными вот эти промежутки между досками забора. Но тоже, конечно, нужно учитывать, что все, что уходит вдаль, оно более приглушенное. То есть, если здесь я могу там темно-фиолетовым показывать эти промежутки между забором, то вдали лучше выбирать какие-то приглушенные оттенки. Теперь на самом переднем плане я сделаю, наверное, 2 розы мастихином. Они будут чуть перекрывать вот эти, которые находятся позади них. Мне кажется, что розы разного цвета, но на самом деле я просто хочу передать ощущение, что тут темнее, тут светлее. Соответственно, я там чуть утемню низ этой розы, чтобы не казалось так, что они прям разного цвета. Верх этой розы, наоборот,
Добавлю сюда какие-то оттенки из верхней розы. Ну и то же самое повторяю с листьями. Добавлю несколько листьев мастихином, и они будут перекрывать вот эти листья, там намеченные кистью. То есть они будут на переднем плане. И на данном этапе я уже перейду к снегу. Посмотрю, что там получится после того, как уже будет снег. Нужно ли там будет еще что-то дорабатывать в этой части особенно. Ну, то есть пока мне не очень понятно.